Шанхайская авантюра официально подошла к концу. Самый потный и интересный турнир 2024 года закончился победой Team Spirit, с чем их, собственно, и поздравляем. Но как это обычно бывает в CS2, результаты крайнего мейджора влияют на дальнейшие действия разработчиков. Поэтому в данном ролике подведем маленькие итоги и порассуждаем, какую карту заменит новенький Train. А также я покажу вам доказательства того, что разработчики готовили капсулу с брелками команд и как они должны были выглядеть. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Представляю вашему вниманию GiftDrop, где можно отлично провести время, открывая различные кейсы, от обычных до самых уникальных, дабы испытать удачу и получить классные скины. На сайте сейчас проходит ивент, где вы дополнительно можете выиграть скины, а для того, чтобы участвовать, нужно зарабатывать особую валюту, открывая новые тематические кейсы. Помимо этого, на GiftDrop можно один раз за 72 часа крутануть барабан бонусов, где можно получить либо плюс к депозиту или бесплатные прокруты. А еще на сайте также есть и бесплатные кейсы, которые вы можете открыть, если в течение 24 часов пополнили свой кошелек на определенную сумму. А если ты при пополнении еще используешь мой промокод, то получишь 40% к депозиту. К тому же появился удобный способ пополнения через карту с минимальной суммой в 25 рублей. Так что не теряй времени и переходи по безлимитной ссылке в описании, которая также подарит вам $2 на баланс. Ну что же, несмотря на такой интересный и захватывающий турнир в Шанхае, где реально огромное количество ультрафанатов, статистика его эфира, к сожалению, оставляет желать лучшего. С одной стороны, такую необычно плохую статистику можно оправдать часовым поясом, в котором пришлось проводить турнир. Ну а с другой стороны, можно все подвязать с потерей интереса к игре, так как она сломана, и к вторичности самого обновления к турниру в CS2. В любом случае, разработчики должны будут сделать выводы, чтобы в будущем не повторять подобных ошибок. Но что-то мне подсказывает, что их выводы склонятся к варианту с часовыми поясами. Также ни для кого не секрет, что на основе популярности карт, которые играют на мейджоре, разработчики решают, какую из карт основного пула заменить в игре. Тем более, что недавно вышел новенький Train. Ну а конкретно на данном турнире самой популярной картой оказался Mirage. Ну а самая непопулярная и автоматический претендент на вылет становится Vertigo. Но, как мы все знаем, по непонятным нам причинам, Vertigo является любимой картой разработчиков. Они столько сил вкладывали в ее изменения, лишь бы не выкидывать ее на помойку. Ну а вторым же претендентом является карта Dust 2. Но ей можно сделать скидку, так как ее буквально недавно вернули в основной пул. И уже на следующем турнире статистика может измениться. Так что да, главный претендент на вылет все же Vertigo. Но из любви разработчиков данной карте будьте готовы, что выкинуть могут и Dust 2. Ну а теперь же поговорим о брелках команд, которые все ждали, что появятся как новые предметы вместе с наклейками мажора. Но по какой-то загадочной причине они не появились. А ведь они могли бы неплохо так разбавить вторичность данного обновления. Ведь сколько можно от мажора к мажору продавать одно и то же, но под новым соусом. Но, как в итоге выяснилось впоследствии, разработчики, скорее всего, их все же собирались выпускать. Но, как обычно, ничего не успевали. На это, к всеобщему удивлению, намекает нормал текстуры наклеек самого мейджора, так как они сделаны таким образом, будто заранее готовились для 3D моделей. И поверьте, я знаю, о чем говорю. Вот вам для сравнения текстуры прошлого мажора и нынешнего. Трудно не заметить разницу, верно? Так что да, скорее всего, если бы брелки выпустили, то они выглядели бы так же, как и наклейки. Ну а я же для примера сделал на основе данных текстур свой вариант, но вырезал надпись мажора, так как она на объемном предмете реально портила бы картину. И пока я моделировал данные брелки, мне в голову пришла одна мысль, которая гложет меня уже очень давно, и походу не только меня. Что если у Valve на весь офис всего лишь один или два 3D художника, и они банально не успевают поспевать во всех проектах компании, из-за чего большую часть визуала, что нам преподносит Valve, сделана на аутсорсе. Это касается тех же официальных карт,
карт или же скинов. И я действительно не понимаю, в чем сложность при таких бюджетах нанять больше сотрудников в компанию. Ну а на этом у меня все. Ждем в ближайшее время капсулу с победителями, трофеи победителей и надежду на то, что разработчики решат, что никогда не поздно выпустить брелки к мажору. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем пока и удачи!